И сбрасываем межсервисный интервал. Нажимаем на левую кнопку, удерживаем ее, поворачиваем ключ зажигания в первое положение, дожидаемся надписи SIA, далее нажимаем еще раз кнопку, удерживаем ее до момента появления надписи Reset. Еще раз нажимаем на кнопку, удерживаем до момента мерцания надписи и подтверждаем. Видим надпись End и межсервисный интервал сброшен. Как сбросить адаптацию АКПП BMW к заводским настройкам? Для того, чтобы сбросить адаптацию коробки к заводским настройкам, нужно повернуть ключ зажигания в положение ON. У нас загорается индикация приборной панели. Нажимаем на педаль газа до упора, до положения педали Kick Down. Ожидаем 30 секунд. Засекаем. По истечению 30 секунд запускаем двигатель. Настройки АКПП сброшены к заводским настройкам. Машина какое-то время будет подстраиваться к вашему стилю езды. Возможно, небольшие пинки во время движения и переключения передач. Несколько скрытых функций BMW X5 E53 кузов. Первая функция, которая прописана в мануале в разделе освещения. При открытии дверей загорается свет в салоне. Для того, чтобы свет больше не загорался, нужно нажать кнопку включения освещения и подержать ее некоторое время в нажатом положении. При открытии дверей свет не загорается. Для того, чтобы вернуть в штатный режим, достаточно один раз нажать на кнопку. Вторая функция. Заводим машину. При включении аварийной сигнализации аварийка будет работать в постоянном режиме. Если вы включите поворотник, аварийка гаснет и включается поворотник. Достаточно удобно при буксировке автомобиля. Третья функция. Если вы закрываете автомобиль в ночное время суток и вам нужно, чтобы в машине загорелся свет, достаточно еще раз однократно нажать на кнопку закрытия на ключе и свет включится в салоне. Также включится подсветка, которая находится в нижней части зеркала заднего вида. Достаточно удобно в ночное время суток для того, чтобы проверить и удостовериться в том, что машина закрыта. Четвертая. Функция комфорт. Если нажать на кнопку открытия на ключе и удерживать ее в нажатом положении, у нас откроются все стекла. Сначала открываются передние стекла, затем задние. Если вы нажимаете кнопку закрытия и удерживаете ее в нажатом положении, стекла закроются. Пятая функция. Если вы передвигаетесь на машине в дождь и у вас включены стеклоочистители в непрерывном режиме, то при остановке у вас будет автоматически включаться режим через один. После начала движения стеклоочистители автоматически перейдут в непрерывный режим. Шестая функция. Если в передней или задней фаре перегорела лампа ходовых огней, автоматически включится лампа поворотников и будет светиться в пол накала до момента устранения неисправности и замены лампы на новую. Седьмая функция. Если оставить одну из дверей открытой на длительный промежуток времени, подсветка в салоне автоматически погаснет. Восьмая функция. Если заглушить автомобиль и достать ключ зажигания с замочной скважины, нажать рычаг включения дальнего света, то на 30 секунд загорится ближний свет. Функция называется «Проводи домой», работает на фарах с линзованной оптикой и ксеноновыми лампами. Нажимаем и удерживаем клавишу включения дальнего света, и через некоторое время у нас загорается ближний свет. Далее закрываем машину, и свет автоматически выключится через 30 секунд. Девятая функция. Довольно полезная функция доводчиков стекол. Если между стеклами и дверью появится какое-то препятствие, эта функция не даст закрыть стекла до конца. Активируем, ставим руку, и доводчик автоматически понимает, что у него есть препятствие и не дает закрыть стекло. Десятая функция. Функция стояночные огни. Используется в темное время суток, когда машина стоит на обочине трассы. Машина заглушена и габариты выключены. Включаем поворотник и смотрим. Светится габарит с той стороны, в которую включен поворотник. Как видите, габаритные огни включены только в одной фаре. Это у нас щуп от BMW X5 E53 кузов, дизель 3.0. Нижняя отметка минимум. Это у нас минимальный уровень масла. При достижении минимального уровня и ниже будет срабатывать лампа на приборной панели. Эта метка у нас максимум. Максимально допустимый уровень масла в двигателе. Это центральная часть индикатора на щупе. Соответственно, середина данного индикатора это средний уровень масла в двигателе. Так выглядит максимально допустимый уровень масла. Так выглядит рабочий уровень масла. На таком уровне масла я езжу. Так выглядит средний уровень масла на индикаторе. Это у нас минимальный уровень масла. Во время замены масла в двигателе я заливаю практически до максимальной отметки на щупе.
оставляю 2 мм до надписи Max и держу уровень масла двигателя постоянно в этой отметке. Я проверяю уровень масла на холодную до момента первого запуска двигателя. Данную процедуру я осуществляю утром. При проверке масла я достаю масляный щуп из двигателя, сразу стираю показатели, далее устанавливаю масляный щуп на место, далее вынимаю щуп и смотрю показатель. Данный показатель уровня масла в двигателе является самым правильным. По необходимости доливаю. Также хочу добавить, что от минимальной отметки до максимальной отметки у нас ровно 1 литр масла. Соответственно, если вы достаете щуп, на вашем щупе минимальная отметка, вы смело можете доливать литр, и у вас будет уровень масла на максимуме. И добавлю оригинальный номер щупа по моему ВИН-номеру кузова. И касательно уровня охлаждающей жидкости. Здесь у нас панель, на которой есть два индикатора: минимальный уровень и максимальный уровень. Так выглядит максимальный уровень, так выглядит средний уровень, так выглядит минимальный уровень, так выглядит нормальный рабочий уровень при холодном двигателе. Уровень охлаждающей жидкости я проверяю утром до момента первого запуска двигателя, так же как и уровень масла. Сейчас у меня автомобиль холодный, и давайте посмотрим, какой уровень охлаждающей жидкости у меня сейчас. Откручиваем крышку. И уровень охлаждающей жидкости у меня минимальный. Охлаждающую жидкость я использую от Матюль сине-зеленого цвета. И заливаем охлаждающую жидкость. Так выглядит максимальный уровень охлаждающей жидкости. Второй круглый индикатор должен быть на уровне заливной горловины. Так выглядит максимально допустимый уровень. От минимальной отметки до максимальной я залил ровно 500 мл. Концентрат данной охлаждающей жидкости я развожу в пропорции 50% дистиллированной водой. В данном соотношении охлаждающая жидкость хорошо себя показывает в диапазоне температур от минус 41 градуса Цельсия до плюс 136 градусов Цельсия. Крышку я покупал оригинальную. Номер этой крышки я оставлю в описании под этим видео. И закручиваем крышку. Отжимаем. Достаточно. Если у нас в бачке минимальный уровень охлаждающей жидкости, то второй круглый индикатор на щупе находится у нас ниже заливной горловины. Если у нас в бачке максимальный уровень охлаждающей жидкости, второй круглый индикатор на щупе находится выше заливной горловины. Далее запускаем машину, прогреваем до рабочей температуры, затем даем остыть двигателю до 20 градусов Цельсия и снова проверяем уровень охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости в норме, если верхний конец красного стержня поплавка механизма находится на высоте верхней кромки горловины. И закручиваем крышку. Крышку сильно зажимать нельзя, чувствительно ее поджимаем. Ссылку на видео о том, как прокачать систему охлаждения самостоятельно, оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Как прописать новый ключ, если есть уже прописанный ключ? Садимся в автомобиль с обеими ключами и закрываем все двери, окна, люк и крышку заднего багажника. Открываем центральный замок прописанным ключом. Далее нам необходимо перевести замок зажигания в первое положение привязанным ключом на короткое время до 5 секунд. И на непривязанном ключе нажимаем кнопку «Открытие» и 3 раза кнопку «Закрыть». Отжимаем кнопку «Открытие». На втором ключе также нажимаем кнопку «Открытие» и 3 раза нажимаем кнопку «Закрыть». И отжимаем кнопку «Закрыть». И слышим, как щелкает центральный замок на закрытие и на открытие. Теперь у нас прописано 2 ключа. Первым ключом мы можем закрыть машину, вторым ключом можем открыть машину. По поводу режимов стеклоочистителя. Сейчас у нас рукоятка находится в нулевом положении. Первое положение. В данном положении стеклоочиститель работает периодически, либо отталкивается от показаний датчика интенсивности. Если в этом положении мы заглушим автомобиль, заведем его повторно. Для того, чтобы активировать датчик интенсивности дождя, необходимо провернуть колесико в одно из положений. Стеклоочистители у нас сделали серию и остановились. Датчик интенсивности дождя активен. Далее следующий режим. Нормальная скорость работы стеклоочистителей. Стеклоочистители работают в одном режиме. И третий режим — это повышенная скорость работы стеклоочистителей.
стеклоочистители начинают работать в более интенсивном режиме. Возвращаемся в первый режим. При нажатии рукоятки на себя начинает работать омыватель стекла, и дворники делают серию. Кнопка под символом S — это специальная программа омывания стекла. Нажимаем на кнопку. Дворники у нас делают серию взмахов. Омыватель также опрыскивает лобовое стекло. Данная процедура происходит дважды. Рифленое колесико регулирует интервал включения стеклоочистителей и регулирует чувствительность датчика интенсивности дождя. Для активации омывателя фар необходимо включить ближний свет, либо включить авторежим. Далее нажимаем переключатель на себя. Тем самым мы активируем омыватель фар и омыватель лобового стекла, сопровождающую серию взмахов стеклоочистителями. Также у нас есть несколько режимов работы заднего стеклоочистителя. Сейчас у нас рукоятка находится в нулевом положении. Для активации заднего стеклоочистителя нужно нажать на рукоятку от себя, перевести ее в первое положение. Далее для включения омывателя заднего стекла нужно нажать на ручку и удерживать ее. Тем самым мы подаем порцию жидкости омывателя на заднее стекло. Также хочу добавить, что во время периодической работы заднего стеклоочистителя в первом положении, при включении заднего хода стеклоочиститель переходит на непрерывистый режим работы. При отключении задней передачи наш стеклоочиститель останавливается. Если уровень жидкости омывателя падает, у нас на приборной панели загорается следующая надпись. Как перевести щетки стеклоочистителя в сервисное положение? Поскольку левый рычаг стеклоочистителя частично скрыт под капотом, для замены щеток нам необходимо перевести их в вертикальное положение. Для того, чтобы перевести щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам необходимо перевести рычажный переключатель в положение 1 и выключаем зажигание. Теперь наши стеклоочистители находятся в сервисном положении. Далее можно безболезненно производить замену щеток стеклоочистителя на новые. Для того, чтобы вернуть дворники на место, необходимо повернуть ключ зажигания в положение 1. И наши дворники становятся в исходное положение. Для того, чтобы открыть скрытое меню, нам нужно повернуть ключ зажигания во второе положение. У нас загорается панель. Далее нам необходимо удержать правую кнопку на щитке приборов. Нажимаем, удерживаем. Дожидаемся появления надписи «Тест номер 1». После появления надписи на панели приборов выбираем правой кнопкой пункт 19 и подтверждаем нажатием левой кнопки на панели приборов. Видим надпись «Log On». Далее нажимаем левую кнопку и вводим последние 5 символов нашего номера кузова. И левой кнопкой выбираем цифру 17, поскольку при сложении цифр моего VIN номера получилась эта цифра. И подтверждаем правой кнопкой. Теперь скрытое сервисное меню разблокировано, и мы можем запускать разные тесты. Допустим, тест приборной панели. В скрытом меню доступны следующие функции: информация об автомобиле, тест панели приборов, информация о сервисе, расходе топлива, среднем расходе топлива, информации о баке, температуре, информация об оборотах двигателя. Также можно сделать тест гонга бортового компьютера, контроль ошибок памяти и посмотреть коррекцию показаний расхода топлива. Ссылку на полное видео о скрытом меню оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Для того, чтобы снять нагрузку с АКПП и не было толчков при снятии с паркинга на уклоне, необходимо ставить машину в режим паркинга в следующем порядке. Удерживаем машину на тормозе, далее переводим рычаг селектора АКПП в нейтральное положение, поднимаем вверх рычаг стояночного тормоза, убираем ногу с педали тормоза, нажимаем на педаль тормоза и переводим селектор АКПП в положение паркинг. После чего можно убирать ногу с тормоза. Как правильно снимать машину с режима паркинга на уклоне? Нажимаем на педаль тормоза, переводим селектор АКПП в нужное нам положение для движения, движение назад, либо движение вперед или нейтральное положение, и снимаем машину с ручного тормоза. Если вы обратили внимание, при переключении селектора АКПП не было никаких толчков.
По поводу настройки памяти сидения. Наше водительское сиденье по кнопкам. Первая кнопка отвечает за положение сидения. Мы можем настроить сиденье вперед, назад. Настройка самой подушки. Передняя ее часть вниз, вверх. И задняя ее часть вверх, вниз. Вторая клавиша. Настройка спинки сидения вперед, назад. На водительском сидении есть 3 кнопки памяти. Первая, вторая, третья и кнопка Memory. Для того, чтобы настроить память сидений и запрограммировать нужное нам положение сидения от конкретного пользователя на какую-то одну из 3 клавиш, нам нужно повернуть ключ зажигания во второе положение. Повернули ключ зажигания во второе положение. Далее настраиваем сиденье так, как нам нужно. Допустим, отодвигаем назад, поднимаем переднюю часть сидения вверх и поднимем еще заднюю часть сидения вверх и настроим спинку. Для того, чтобы запомнить это положение, нам нужно нажать на кнопку Memory. Она у нас загорелась красным цветом. Нажимаем на одну из 3 кнопок для записи настроек сидения и нажимаем на кнопку 3. Сейчас настройки сидения у нас сохранились на кнопку 3. Выключаем зажигание, возвращаем сиденье в начальные настройки, которые у нас были сохранены на клавише номер 1. Сиденье автоматически возвращается в это место, спинка тоже, и сиденье село у нас с подушкой. И сейчас нажимаем на нашу запрограммированную кнопку под номером 3. Спинка вернулась, сиденье отъехало. Поднялась задняя часть и поднялась передняя часть сидения. Таким простым способом можно запрограммировать сиденье под конкретного водителя на любую из этих кнопок. Всего можно назначить 3 водителя. Как настроить климат-контроль летом на примере BMW X5, E53 кузов и E39 кузов BMW, чтобы было комфортно и прохладно в машине. Сейчас у нас температура на улице порядка 25 градусов и в машине достаточно жарко. При попадании в салон первым делом хочется быстро его охладить. Заводим машину. Для быстрого охлаждения салона у нас есть полезная функция. Для активации функции быстрого охлаждения салона нажимаем на кнопку Max на панели климат-контроля. Слышим, как включается вентилятор кондиционера и срабатывает муфта кондиционера. Климат устанавливает минимальную температуру. Включается вентилятор подачи воздуха в салон на максимальных оборотах. Этот режим поможет нам охладить салон за максимально короткий промежуток времени. Я ожидаю порядка 10 минут и настраиваю климат-контроль следующим образом. Однократно нажимаем на клавишу Max, тем самым выключаем режим быстрого охлаждения салона. Далее активируем режим кондиционера, устанавливаем подачу воздуха на себя и активируем кнопку подачи воздуха в ноги. Устанавливаем температуру порядка 21,5 градусов. Устанавливаем обороты вентилятора в диапазоне 3-5 кубиков на панели индикации оборотов вентилятора. Считаю, что данные настройки климат-контроля самые комфортные. При длительной поездке в машине не холодно и не жарко. Достаточно прохладно, даже при наружной температуре порядка 25-27 градусов, что немаловажно в эксплуатации кондиционера. По окончанию поездки, прежде чем заглушить двигатель, я выключаю кондиционер и ожидаю порядка 30 секунд, после чего выключаю двигатель. Такая последовательность существенно продлит срок службы вашего компрессора кондиционера. Надеюсь, данное видео будет полезным. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал. До встречи на канале.